Всем привет! Рад встрече на канале Кухня Бочанова. Прежде чем мы начнем, позвольте попросить вас поддержать мой канал. Сделать это можно, пройдя по ссылке, которая находится в описании прямо под этим роликом. Большое спасибо всем тем, кто уже поддержал мой канал. А чтобы не потеряться, подписывайтесь на страницы моего канала в других социальных сетях. Ссылки на них вы сможете найти в шапке канала. Еще раз большое спасибо. Мы можем начинать. Как известно, хлеб всему голова. А домашний хлеб на закваске, приготовленный своими руками, еще и отражение вашей души. Выпечка ремесленного хлеба в домашних условиях – трудоемкий процесс. Но поверьте мне, хруст, аромат и карамельный вкус хлебной корочки, невероятный по своей мягкости и эластичности мякиш, сведут вас с ума и покорят ваше сердце. В этом ролике я постараюсь передать вам всю накопленную мной за год практики выпечки домашнего хлеба информацию. Так, чтобы у вас сложилась полная картина того, что же это такое выпечка домашнего ремесленного хлеба. Вы познакомитесь со всеми этапами и необходимым оборудованием. После просмотра этого ролика белых пятен по этой теме останется гораздо меньше. Интересно? Тогда прошу за мной. И напоследок, самое важное. Женя, спасибо за информацию, мотивацию и поддержку. Выпечка хлеба начинается с выбора муки, вернее нескольких ее вариантов. Для данного рецепта мы будем использовать смесь из 3 видов муки: простой пшеничной, цельнозерновой и ржаной. При выборе пшеничной муки обращайте внимание на содержание в ней белка. Я рекомендую использовать ту, в которой на 100 граммов муки приходится от 12 граммов белка. Не стоит с первого дня гнаться за дорогими марками муки. Первое время я разбавлял муку высшего сорта мукой первого и второго сортов. Это значительно снизит затраты на неудачные эксперименты. Да, подъем булки будет хуже, но в первое время нужно понять саму систему и последовательность действий. Результат будет улучшаться с каждым разом. Начнем с процесса, который называется аутолиз. Для этого в глубокой чаше смешаем 250 граммов пшеничной муки, 40 граммов ржаной и 20 граммов цельнозерновой муки. К этой мучной смеси добавим 195 мл фильтрованной воды комнатной температуры. Перемешаем воду с мукой. Вымешивать тесто основательно на этой стадии совсем не обязательно. Главное, чтобы на дне чаши не осталось сухой муки. Основная цель этого процесса – включить в работу собственные ферменты, которые содержатся в муке. Это позволит образоваться клейковине. Оставим тесто на 1 час в чаше, накрыв его влажным полотенцем. В специализированной литературе и статьях на тему выпечки хлеба вы можете встретить такую формулировку: тесто 70 или 80% гидрации. Так вот, это выражение говорит нам о том, сколько воды было взято в процентном соотношении к количеству муки, которое принято принимать за 100%. Количество остальных ингредиентов, закваски, соли, вкусовых добавок тоже принято измерять в процентах. Через 60 минут наступает время добавить закваску. 70 граммов или 20% от веса муки. О том, как правильно вырастить свою закваску и подготовить ее к выпечке хлеба, будет мое следующее видео. А пока остановимся на том, что закваска должна пройти тест на всплытие, то есть в ней должно быть достаточно газа, чтобы держать ее на поверхности воды. Небольшое пояснение. Я специально выложил этот ролик раньше ролика о выращивании закваски. Все дело в том, что я хочу, чтобы у вас сначала сложилась полная картина того, что же это такое Что же это такое выпечка домашнего ремесленного хлеба, прежде чем вы начнете тратить свое время и муку на выращивание закваски. Если после просмотра этого ролика у вас сложилось 100% желание попробовать, ну что ж, тогда вас уже ничего не остановит. А мы продолжаем. Как вы можете видеть, в процессе аутолиза уже образовалось некоторое количество глютена. Тесто стало эластичным и хорошо тянется. Чтобы сохранить его, дальнейшее вымешивание нужно проводить бережно, как бы вмешивая закваску с периферии в центр. Да, именно так. Накрываем чашу с тестом влажным полотенцем и даем постоять 30 минут. Рекомендую использовать будильник. Это очень удобно. Через полчаса в тесто можно добавить 9 граммов соли, что составляет 2% от веса муки, и оставшиеся 25 мл воды.
Теперь, когда мы познакомились с понятием гидрации теста, мы можем смело сказать, что наше тесто 70% гидрации. Я рекомендую начать с теста именно с таким соотношением муки и воды. По моему мнению, с ним проще работать и практиковать формовку. Со временем вы сможете увеличивать количество воды в рецептуре. Накрыв тесто влажным полотенцем, снова оставим его на 30 минут, не забыв завести будильник. Спустя отведенное время, обязательно смочив руки в холодной воде, приступим к первому вытягиванию и складыванию теста. Этот процесс делает глютен более гибким, эластичным и прочным, что в дальнейшем скажется на внешнем виде и форме готового хлеба. Тяните аккуратно, настолько, насколько позволяет тесто. Разрывы здесь не нужны. После 2-3 вытягиваний тесто обернется вокруг себя, и у вас получится ровный, упругий сверток, который мы опять, накрыв полотенцем, оставим на 30 минут. В течение первых 2 часов процесса брожения такую процедуру нужно будет проводить каждые 30 минут, то есть 4 раза. Через 2 часа тесто увеличится в объеме, и на его поверхности появятся пузырьки. Процесс брожения идет хорошо. Чтобы сохранить газацию теста, в следующие 2 часа вытягивание и складывание теста нужно делать не чаще 1 раза в час. Я практикую следующий способ. Вытягиваю тесто обеими руками вверх, давая ему возможность вытянуться под собственным весом. Повернув чашу на 90 градусов, делаю еще одно вытягивание и формирую гладкий упругий колобок. Обязательно смачивайте руки перед каждым действием, а то отмыться от теста будет сложновато. В процессе ферментации тесто будет становиться все более эластичным, а натяжение на его поверхности все более очевидно. И снова будильник поможет нам контролировать временной интервал. Спустя 2 часа или в общей сложности почти 4 часа ферментации тесто готово к формовке. Для этого поверхность стола нужно слегка присыпать мукой. Перевернем чашу с тестом вверх дном и подождем 3-4 минуты. Тесто спокойно отлипнет от стенок и само окажется на столе. Подождем еще 15 минут. Дадим глютену расслабиться. А пока он отдыхает, познакомимся со шпателем для теста. Это незаменимая вещь. Купить его можно на Озон или Wildberries. За 20 минут тесто сверху слегка подсохнет, и теперь его можно перевернуть. Используя шпатель, поднимем тесто снизу со всех сторон и перевернем. Аккуратно, без нажима, растянем тесто в небольшой квадратный лист. Свернем один боковой край к центру и накроем его противоположным. Затем завернем тесто рулетом сверху вниз. Соберем тесто в небольшой колобок и с помощью пальцев станем натягивать его на себя. За счет сцепления с поверхностью стола тесто начнет натягиваться. Повторим это действие несколько раз, поворачивая при этом тесто на 90 градусов. При необходимости обсыпаем руки мукой. Шпатель для теста тоже хорошо справится с такой процедурой. В результате получится колобок с хорошим натяжением сверху. Самое время переложить его в корзину для теста, которую нужно присыпать рисовой или кукурузной мукой, чтобы хлеб не прилипал к ткани. На том же Озон или Wildberries можно найти огромный выбор корзин для ферментации хлеба. Я же использую глубокую тарелку и полотенце из хлопка или льна. Для лучшего натяжения я слегка прищипываю тесто сверху, но делать это не обязательно. Оставим тесто при комнатной температуре на 45-60 минут. За это время оно обогатится газом и увеличится в объеме. На ощупь станет упругим настолько, что после нажима пальцем отпечаток его спокойно исчезнет с поверхности теста в течение 5-7 секунд. Теперь корзину с тестом нужно убрать в холодильник для длительной низкотемпературной ферментации на 10-12 часов. И не забудьте накрыть его полотенцем. Как вы уже смогли догадаться, выпечка хлеба – это очень длительный процесс.
Поэтому я рекомендую начать замес теста утром первого дня, так, чтобы утром второго дня вы уже могли начать выпекать свой хлеб. Очень важно заранее проверить, до какой температуры нагревается ваша печь, так как выпечка хлеба будет происходить в двух температурных диапазонах – 260 и 230 градусов Цельсия. Прежде чем приступить к выпеканию хлеба, предлагаю ознакомиться с инвентарем, которым необходимо будет обзавестись заранее. Перед вами моя первая хлебопечь. Глубокая сковорода с крышкой по типу датской печи. Она верой и правдой служила мне первые 2-3 месяца. Затем, когда хлеб стал подниматься все лучше и лучше, ее высоты стало не хватать. И я обзавелся вот такой классной хлебопечкой из камня и керамики, имитирующей русскую печь. Ее устройство очень простое. Снизу камень из шамотной глины, как в русской печи. Сверху купол из глазированной керамики с ручкой. Очень удобно. Ссылку на производителя этого чуда я оставлю в описании под этим роликом. Также будет не обойтись без этого маленького помощника – бритвенного лезвия, которое для безопасности и удобства использования я вставляю в пробку из-под шампанского. Им очень удобно делать разрезы на поверхности хлеба. Важно, чтобы сковородка или любая другая хлебопечь, которую вы выберете, прогревалась вместе с духовкой в течение целого часа до достижения нужной температуры. А вот и наше тесто. Прямо из холодильника. Посмотрите, как оно разошлось. Красота! За 12 часов оно набрало в себя достаточно кислотности и газа. Приступаем к выпеканию. На плоскую тарелку, противень без бортов или разделочную доску положим небольшой лист силиконизированного пергамента, который слегка присыпем сверху рисовой мукой. Перевернем корзину с хлебом вверх дном и положим его на пергамент. Если вы решите приобрести камень для выпечки своего хлеба, используйте его только вместе с пергаментом. Это сохранит его внешний вид и защитит его от влаги. Используя уже знакомую нам бритву, делаем разрез посередине, одним движением, на себя. Второй разрез делаем перпендикулярно первому, образуя крест. Готовую к выпеканию тестовую заготовку аккуратно перекладываем в разогретую хлебопечь. Накрываем куполом и убираем на 20 минут в разогретый до 260 градусов духовой шкаф. Обязательно установите будильник на 20 минут. По истечению этого времени купол нужно снять. Доставать хлеб из духовки не обязательно. Я сделал это, чтобы вы смогли получше рассмотреть, что у нас получилось. Хлеб хорошо разошелся по линиям разрезов и увеличился в объеме почти в 2,5 раза. Теперь, убавив температуру до 230 градусов, мы будем запекать хлеб еще 20 минут до образования красивой корочки. Ну вот и все. Мы выпекли наш первый хлеб. Определить его готовность можно по характерному потрескиванию корки, а также по звуку при постукивании о дно булки. Глухой звук говорит о хорошо поднявшемся мякише и пористости хлеба. Ну согласитесь, просто красота. Резать хлеб лучше через пару часов после выпекания, когда мякиш остынет и лишняя влага испарится. После остывания булка становится легче на 15-20 граммов, и это все влага. Мякиш после такого отдыха становится очень мягким и не слипается. Пару слов о разрезах. Существует огромное множество способов, как разрезать булку перед ее выпеканием. Каждый из них дает свой характерный конечный результат. Главное понимать, что разрез помогает хлебу подняться и сохранить форму в первые 20 минут выпекания. Вы можете экспериментировать с различными разрезами и со временем найти свой любимый. Я остановился на 3: крестовой, одинарный продольный и квадратный. По моему мнению, они идеальны для булки круглой формы. Теперь вы знаете о выпечке хлеба достаточно, чтобы начать его печь. Поздравляю!
Не забывайте подписаться на канал и ударить в колокольчик, для того, чтобы не пропустить выход видео с рецептом закваски. Также в описании под этим видео для вашего удобства я оставлю ссылки на сайты, где вы сможете найти инвентарь и оборудование, которые лично я использую, или их аналоги. Увидимся на канале Кухня Бочанова. Пока!